Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Я заметила, что вам нравятся разборы глаголов русского языка. И поэтому вот вам новое видео, глаголы, которые оканчиваются на «ч» и мягкий знак. Такие глаголы, как «мочь», «жечь», «беречь», «печь», «течь», «стеречь», «увлечь», «достичь», «пренебречь» и другие. Ну, вообще, мне кажется, что таких глаголов не так много в русском языке. Большинство глаголов у нас оканчиваются на «т» и мягкий знак. Но это видео только о глаголах на «ч». Постаралась для вас специально сгруппировать эти глаголы. Первая группа – это будут глаголы как «мочь». Мочь, беречь, стеречь и чуть-чуть сжечь. Почему я их собрала в одну группу? Потому что примерно одинаковые будут формы. Мочь. Я могу, ты можешь, он может, она может, мы можем, вы можете, они могут. Точно так же и глагол беречь. Я берегу, ты бережешь, он бережет, она бережет, мы бережем, вы бережете, они берегут. Как вы видите, у нас я и они появляется буква Г. Мочь, могу, могут. Беречь, берегу, берегут. И другие формы, остальные формы, ты, он, она, мы, вы, у нас появляется звук Ж. Можешь, бережешь. Может, бережет. Можем, бережем. Можете, бережете. Единственная разница, что ударение, так как у нас у глагола беречь ударение будет в конце, то у нас будет там буква ё. Йод, ем, йоте и так далее. Теперь смотрим такой же глагол стеречь. Я стерегу, ты стережешь, он стережет, она стережет, мы стережем, вы стережете, они стерегут. И почему я еще добавила сюда глагол «жечь», добавила в эту группу, потому что тоже похожие формы, тоже будут звуки «г» и «ж». Я жгу, ты жжешь, он жжет, она жжет, мы жжем, вы жжете, они жгут. То есть у нас нет дополнительных звуков между «жг» или «жж». Поэтому у нас будет просто корень «жг» или «ж» с двумя буквами «ж». Следующая группа – это такие слова, как «печь» и «течь». Почему они вместе? Давайте посмотрим на их формы. Печь. Я пеку, ты печешь, он печет, она печет, мы печем, вы печете, они пекут. У нас появляются «ч» и «к», чередование «ч» и «к». И «течь». Я теку, ты течешь, он течет, она течет, мы течем, вы течете, они текут. Да, и, кстати, давайте посмотрим на формы прошедшего времени. Течь и печь. Он пек, она пекла, они пекли. Течь. Он тек, она текла, они текли. И формы в прошедшем времени тоже похожи. Группа 1. Прошедшее время. Мочь. Он мог, она могла, они могли. Беречь. Он берег, она берегла, они берегли. Стеречь. Он стерег, она стерегла, они стерегли. И сжечь. Он сжег, она жгла, они жгли. Теперь несколько других слов. Слово, например, пренебречь. Пренебречь, здесь у нас как будто бы есть это слово беречь. Единственное, мы убираем первую «е». Пренебречь. И формы будут, кстати, похожи. Я пренебрегу, ты пренебрежешь, он пренебрежет, она пренебрежет, мы пренебрежем,
Вы пренебрежете, они пренебрегут. Единственное, что беречь – это глагол несовершенного вида, а пренебречь – это глагол совершенного вида. И значит, я вам сейчас рассказала о формах будущего времени. И еще одно слово совершенного вида, которое тоже на ч и мягкий знак, это слово «достичь». Я бы сказала, что это слово третьей группы. Давайте посмотрим на формы и, надеюсь, вы поймете, почему это третья группа. Достичь. Я достигну, ты достигнешь, он достигнет, она достигнет, мы достигнем, вы достигнете, они достигнут. Как вы видите, в формах будущего времени у нас нет чередования г, ж или к, ч. У нас добавляется дополнительный звук н. Достигну, достигнешь и так далее. Это третья группа глаголов на ч и мягкий знак. Вот и все. Кажется, мы разобрались с большинством глаголов, которые оканчиваются на ч и мягкий знак. Если вдруг я забыла какой-то глагол, то вы можете написать его в комментариях. И прежде чем писать, подумайте, к какой группе он будет относиться. К группе глаголов как мочь, к группе глаголов как печь или к группе глаголов как достичь. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить и общаться в социальных сетях. Пока-пока. До скорой встречи.